best! You got the best! The hottest band in the world! Kiss! KISS – американская хард-рок-группа, образованная в Нью-Йорке Полом Стэнли и Джином Симмонсом. Известная своим имиджем и сценическими костюмами, группа получила известность в середине 70-х благодаря искусным живым выступлениям. Группа прошла через несколько изменений в составе. Симмонс и Стэнли – единственные оригинальные члены группы. Мировые продажи альбомов превышают 100 миллионов копий, что делает их одними из наиболее продающихся групп всех времен. Оригинальный и, вероятно, самый известный состав состоял из Стэнли, Симмонса, Эйса Фрейли и Питера Криса. Своими гримом и костюмами они создали себе персонажей, будто сошедших со страниц комиксов. Стэнли стал звездным детем из-за своего стремления казаться безнадежным романтиком. Демонский грим Симмонса отражал его цинизм и черный юмор. Космонавт Фрейли был отражением его тяги к научной фантастике и мифе, что он якобы прилетел с другой планеты. Код Криса соответствовал его вере в то, что у него 9 жизней. На просторах Советского Союза KISS лидировала по числу гневных статей доморощенных музыковедов. Обличители даже в начале перестройки обвиняли коллектив в пропаганде насилия и нацизма, сравнивали саунд-рокеров с мелодичностью звуков, издаваемых лесопилкой. Однако фронтмен Джин Симмонс не в обиде на правопреемника СССР и неоднократно привозил команду в Россию. У всех участников KISS был тяжелый старт в жизни. До переезда в Соединенные Штаты со своей матерью в возрасте 8 лет уроженец Израиля Джин Симмонс рос в бедности, питаясь порциями хлеба и молока. Эйса Фрейли исключили из 2 средних школ, а 3-ю он бросил. Пол Стэнли родился с врожденной проблемой уха под названием микротия. Он практически родился без уха, и в школе над ним жестко издевались из-за его инвалидности. Питер Крис ходил в католическую школу в Бруклине, где он подвергался суровым наказаниям со стороны монахинь, в том числе переломом костяшек пальцев. Его также наказывали и запирали в шкафу за слишком длинные волосы. Корни KISS уходят к Викт Лестер, нью-йоркской рок-группе во главе с Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Чувствуя, что движутся не в том направлении, они расформировали группу в 1972 и начали собирать новую. Вскоре они наткнулись на объявление в Rolling Stone, помещенное Питером Крисом, барабанщиком из Нью-Йорка. Симмонс и Стэнли посетили одно из его выступлений, и когда услышали его пение, решили, что он подойдет для новой группы. Вскоре к группе присоединился Эйс Фрейли. Он впечатлил музыкантов на своем первом прослушивании, придя в кедах разных цветов. Один красный, второй оранжевый. Через несколько недель после того, как в группе появился Фрейли, Викт Лестер изменили название на KISS. Название придумал Стэнли. Когда он, Симмонс и Крис ехали в машине, он упомянул, что когда-то играл в группе Липс. На что Стэнли сказал что-то типа «А как насчет KISS?». Фрейли нарисовал легендарное лого, сделав СС похожими на молнии, и нанес имя поверх Викт Лестер на постере у клуба, где они должны были играть. Получилось так, что буквы в виде рун выглядели похожими на знаки нацистской СС. Символ, запрещенный статьей 86А Уголовного кодекса Германии. Начиная с 1979 года большинство обложек альбомов и мерч в Германии выпускался с альтернативным лого, в котором буквы СС выглядели как повернутые ZZ, дабы избежать проблем. Но имя группы неоднократно было объектом слухов, касающихся каких-либо предполагаемых скрытых смыслов. Среди этих слухов были утверждения, что название является аббревиатурой «Рыцари на службе сатаны» или «Дети СС». Но Симмонс отрицал все эти заявления.
Когда 30 января 1973 года Kiss вышли на сцену Popcorn Club в Квинсе, в зале было меньше 10 человек. Согласно Ultimate Classic Rock, незадолго до концерта их менеджер уволился, заявив, что их музыка – худшая чушь, которую он когда-либо слышал. Но это не обескуражило Джина Симмонса, который сам позвонил в Popcorn Club и убедил менеджера позволить им сыграть на 3 концертах. На этих концертах они практически не использовали грим. Легендарные образы, с которыми ассоциируется Kiss, появятся чуть позже. Бывший ТВ-продюсер Билл О'Койн, видевший несколько показательных выступлений группы, предложил себя на роль менеджера. Kiss согласились с оговоркой, что О'Койн в течение 2 недель найдет лейбл, который подпишет с ними контракт. И вскоре Kiss стали первой группой, подписанной на новый лейбл бывшего поп-певца и исполнительного продюсера Buddah Records Нила Богарта. Этим лейблом стал Casablanca Records. Группа начала запись своего первого альбома. 31 декабря состоялась официальная премьера группы в Нью-Йорке на разогреве у Blue Oyster Cult. Именно на этом концерте Симмонс впервые из многих раз случайно подожгет свои волосы, обильно подлитые лаком для волос, во время своего дыхания огнем. Дебютный одноименный альбом был выпущен 18 февраля, а уже на следующий день группа исполнила свои песни на телевизионном шоу Dick Clark's in Concert на канале ABC. Это стало их первым появлением на телевидении. Несмотря на всю публичность и постоянные гастроли, Kiss тогда продали только 75 тысяч копий альбома. Между тем и группа, и Casablanca Records быстро теряли деньги. Поэтому во время турне они сделали остановку в Лос-Анджелесе для записи своего второго альбома. Единственный сингл Let Me Go Rock'n'Roll провалился в чартах, и альбом добрался только до 100-го места. Так как альбом быстро вылетел из чартов, Kiss прервали тур, чтобы быстро записать следующий. Глава Casablanca Нил Богарт выступил в роли продюсера, и вместо мутного искаженного звука мы получили чистый и немного припопсованный саунд. Dress to Kill коммерчески выступил немного лучше. Также на нем была песня, позже ставшая визитной карточкой группы Rock'n'Roll All Night. Пусть альбомы Kiss не стали бестселлерами по продажам, группа быстро завоевала репутацию за свои живые выступления. Концерты включали в себя такие номера, как «Плевание кровью» и «Дыхание огнем», соло Фрейли, в то время как его гитара дымится, поднимающаяся установка Криса, изрыгающая ворох искр, разбивание стенда гитар на сцене и пиротехника во время всего шоу. Но к концу 1975 года Casablanca была практически банкротом, и Kiss могли потерять контракт с лейблом. Обе стороны отчаянно нуждались в коммерческом прорыве, и этот прорыв пришел. Kiss хотели поделиться настроением, охватывающим людей на концертах, с чем не справлялись студийные альбомы на своем первом концертнике. И вышедший альбом Alive получил золотой статус и подарил первый топ-40 сингл, концертную версию Rock'n'Roll All Night. На волне успеха Kiss заключили контракт с Бобом Эзрином, который ранее работал с Элисом Купером. В результате появился Destroyer. На тот момент самый амбициозный альбом группы в музыкальном плане. Он со своим навороченным звуком, с использованием оркестра, хора и многочисленных эффектов стал на путь далекий от того сырого саунда первых 3 альбомов. Обложку, кстати, создал Кен Келли, нарисовавший Тарзана и Конана Варвара. Хоть сначала Destroyer продавался хорошо и стал вторым золотым альбомом группы, он быстро пропал из чартов. И только после того, как баллада Bad стала получать больше эфирного времени на радио, альбом вновь сделал скачок в продажах. Менее чем за год были выпущены 2 очень успешных альбома, а также второй концертный альбом Alive. Все 3 альбома получили платину вскоре после выхода. Между 1976 и 1978 годами Kiss заработали почти $20 миллионов с гонораров за авторские права и издание музыки. В 1977 в результате одного из опросов Kiss были названы самой популярной группой в Америке.
а в Японии они отыграли 5 аншлаговых шоу в Будокан Холл в Токио, тем самым побив предыдущий рекорд в 4, удерживаемый Beatles. В мае 1977-го Marvel Comics опубликовали 12-й номер Howard the Duck, где впервые появились Kiss. Это стало предвестником многих комиксов, связанных с ними, первоначально публиковавшихся Marvel. В это время их мерч стал существенным источником дохода для группы. Продукты, выпущенные под маркой Kiss, включали несколько комиксов, выпущенных Marvel, пинбол-машину, куклы, наборы для грима, маски для Хэллоуина, настольные игры, коробки для завтрака, торговые карты и многое другое. Также появился и фан-клуб группы Kiss Army. Его создателем был Билл Старки. Он пошел на свой первый концерт Kiss в 1974 году и был очарован их музыкой. К следующему году он завербовал нескольких своих друзей и основал фан-группу. Старки и его одноклассники начали распространять музыку Kiss. Его усилия привлекли внимание группы, и он познакомился с ними в 1975-м. Он предложил себя в качестве управленца Kiss Army, но получил уведомление о том, что руководство Kiss само возьмет на себя управление. Печально то, что Старки не получил никакой компенсации за свою идею. Kiss были на своем коммерческом пике. Группа вместе с менеджером Биллом Окойном стремились вывести Kiss на новый уровень популярности. С этой целью для 1978 года была разработана амбициозная двуединая стратегия. Первая часть включала одновременный выпуск 4 соло-альбомов от участников группы. Хотя Kiss заявляли, что соло-альбомы писались для того, чтобы ослабить растущее напряжение внутри группы, на самом деле контракт 1976 года предполагал их запись, считая каждый за половину полноформатного альбома группы в 5-альбомном соглашении. Каждый альбом был сольным творением, никто из группы не играл на сольниках друг друга, и все они были реализованы и продавались под именем Kiss с похожими обложками и постерами. Впервые в истории все участники рок-группы выпустили соло-альбомы в один день. Для членов группы это был прекрасный шанс показать свой индивидуальный музыкальный стиль и вкусы вне Kiss. Альбомы Стэнли и Фрейли были наиболее похожи на хард-рок стиль Kiss, а сольник Криса был больше в стиле R&B с множеством баллад. У Симмонса получился самый разносторонний из всех альбомов. Он включил в себя хард-роковые песни, баллады и песни в стиле Beatles. В записи сольника Симмонса принимали участие гитарист Aerosmith Джо Перри, а также его тогдашняя девушка Шер. Все сольники попали в топ-50. Самым успешным оказался альбом Фрейли, который подарил единственный хит-сингл New York Groove, кавер на песню Hello, написанную Расселом Баллардом. Второй частью плана стал фильм, который должен был закрепить за группой имидж невероятных супергероев рок-н-ролла. Съемки начались весной 1978-го. Несмотря на то, что проект был представлен группе как что-то среднее между «Вечером трудного дня» и «Звездными войнами», конечный результат был далек от данных ожиданий. Сценарий несколько раз переписывался, а ребята все больше разочаровывались в съемочном процессе. Финальный продукт дебютировал на NBC 28 октября 1978 года. Несмотря на разгромные рецензии, он стал одним из самых просматриваемых фильмов года. Участники группы были разочарованы фильмом и в последующих интервью рассказывали о своем съемочном опыте со смесью смущения и сожаления. Им казалось, что в фильме они изображены больше клоунами, чем супергероями. Провал фильма привел к расколу между группой и Окойном. Первый за 2 года новый альбом Kiss продолжил серию платиновых работ группы. Песня I Was Made for Loving You стала одним из самых больших хитов Kiss на тот момент. Сессионный барабанщик Антон Фиг сыграл практически все партии ударных на альбоме, в то время как Крис восстанавливался после автомобильной аварии. Новый тур, по ожиданиям менеджмента, должен был продолжить успех предыдущих гастролей. Планировалось даже возить с собой парк аттракционов под названием Kiss World. Но этим идеям не суждено было сбыться из-за огромных затрат на их реализацию. Однако во время тура наметился спад посещаемости. Фанаты, посещавшие концерты в этом туре, были намного моложе, чем предыдущих. На большинство концертов приходило множество подростков в гриме Kiss. Сами Kiss практически ничего не делали, чтобы изменить ситуацию.
носили цветные костюмы, что еще больше укрепляло мультяшный имидж среди этих маленьких фанатов. Поклонники не знали о разногласиях внутри группы. Первым публичным проявлением повышенных трений стало печально известное интервью в программе The Tomorrow Show. Во время эпизода явно раздраженные Симмонс и Стэнли пытались безуспешно сдерживать пьяного Фрейли. Напряженность в отношениях между Крисом и группой достигла своего пика. Его игра на ударных заметно ухудшилась, он намеренно то играл медленнее, то совсем прекращал играть во время некоторых концертов. Последний концерт тура стал последним для Криса в группе на 17 лет. Антон Фиг сыграл все партии барабанов и на следующем альбоме, хотя его имя нигде не светилось, а Крис красовался на обложке. Демонстрируя прилизанное современное поп-звучание, альбом удостоился сомнительной чести стать первым со времен Destroyer альбомом, не получившим платиновый статус. После ухода Питера Антон Фиг в течение короткого времени рассматривался в качестве барабанщика, но был уволен Симмонсом и Стэнли, так как те решили, что он не подходит для группы. Группа прослушала десятки барабанщиков на замену Криса и остановилась на неизвестном барабанщике Поле Чарльзе Каравелло, который выбрал себе псевдоним Эрик Карр. Первым вариантом грима Эрика стал ястреб, но был отклонен, так как Карр в нем скорее был похож на цыпленка. В конце концов, Карр выбрал себе лиса в качестве своего альтер-эго. На своем следующем альбоме группа снова работала с продюсером Бобом Эзрином. В ранних сообщениях для прессы говорилось, что альбом станет возвращением к хард-роковому стилю, который первоначально принес успех группы. Однако Music from the Elder стал концептуальным альбомом с применением средневековых духовых струнных арф и синтезаторов. Альбом был представлен как саундтрек к фильму, который так никогда и не вышел. Поэтому следовать за сюжетной линией было довольно трудно. После выхода реакция фанатов на альбом была жесткой. Он не получил золотой статус и добрался только до 75-го места. Фрейли был очень сильно разочарован новым музыкальным направлением, которое выбрали Kiss. Расстроенный решением группы записать Music from the Elder, он не принимал активного участия в создании альбома. Он также не появился на специальном выступлении в Нью-Йорке, и группе пришлось играть втроем. Свои гитарные партии Эйс записывал в своей домашней студии и отправлял их затем Эзрину. Еще одной причиной разочарования для него стал уход Криса. В июне 1982 года переговоры об уходе Фрейли из группы были завершены. Вскоре Kiss взялись за деловую работу своих отношений. Главным изменением стал разрыв отношений со своим менеджером Биллом Окойном, а также сокращение их громоздкой организации. Несмотря на то, что Фрейли уже решил покинуть группу, он был изображен на обложках альбомов Killers и Creatures of the Night. Последний стал самым тяжелым альбомом Kiss на тот момент, и хотя он был принят лучше, чем Music from the Elder, в чартах его пиковая позиция была всего лишь 45-й. В отсутствие Фрейли группа пользовалась услугами ряда гитаристов на записи альбома, а последним появлением Фрейли с группой до реюниона в 96-м стал клип I Love It Loud. На его место был взят Винсент Джон Кузана. Сначала Винсент хотел использовать свое настоящее имя, но Джин Симмонс был против, мотивируя это тем, что оно звучало слишком этнически. После этого Винсент предложил имя Мик Фьюри, но в этом ему также было отказано. Позже ему посоветовали сменить имя на Винни Винсент, и Винсент начал активную кампанию по присоединению к Kiss в качестве полноправного члена. Стэнли придумал ему персонажа Маг, также известен как египетский воин, и грим, базировавшийся вокруг египетского анха. Согласно официальной биографии Kiss, написанной Дэвидом Лифом и Кеном Шарпом, египетский воин Анха отражал его грим и персону, в то время как псевдоним Маг его виртуозную игру на гитаре. Однако личность Винсента не особо хорошо сочеталась с личностями Стэнли и Симмонса, и он был уволен из Kiss после тура. Его вновь наняли до начала сессии Lick It Up, потому что группа не смогла найти нового гитариста за столь короткий срок. Личностные проблемы опять полезли наружу, и Винсент снова был уволен после тура. Работа Винсента на альбоме Creatures of the Night не была официально признана до тех пор, пока не вышел ремастер в 97-м. Позже, однако, Винсент использовался в качестве композитора на альбоме 92 года Revenge.
Он помог со многими песнями, но вскоре Винсент третий раз разругался с Симмонсом и Стэнли, и они снова разорвут с ним связи. Чувствуя, что пришло время перемен, Kiss решили отказаться от своего знакового грима и костюмов. Официально группа впервые появилась на публике без грима в 1983 году, что совпало с выходом нового альбома Lick It Up. Альбом стал первым золотым альбомом за 3 года, но посещаемость тура все еще была низкой. Винсент не ладил с Симмонсом и Стэнли и покинул группу, его заменой стал Марк Сент-Джон. С ним Kiss выпустили альбом Animalize. Он повторил успех Lick It Up, а клип на песню Heaven's on Fire часто крутили на MTV. Альбом стал самым продаваемым в Америке за десятилетие с продажами более 2 миллионов копий. С успехом альбома и последующего тура Kiss смогли снова почувствовать вкус славы. К сожалению, Сент-Джон заболел артритом во время репетиций к туру и сыграл всего лишь 3 концерта с группой. Его заменой стал Брюс Кулик. Кулик стал 4-м гитаристом Kiss за менее чем 3 года, однако пробыл в составе 12 лет. Состав Стэнли, Кулик, Симмонс и Карр оказался самым стабильным со времен оригинального, и на протяжении оставшихся 80-х Kiss выпустили серию платиновых альбомов. В частности, Crazy Nights стал одним из самых популярных альбомов группы вне штатов. Сингл Crazy Nights достиг 4-й строчки в чартах в Англии. Он стал самым успешным синглом в этой стране. Десятилетие Kiss закончили альбомом Hot in the Shade, вышедшим в октябре 1989 года. Хотя альбом и не достиг платинового статуса, он породил хит Forever. Вскоре группа снова решила привлечь Боба Эзрина к продюсированию следующего альбома. Перед началом записи, однако, случилась трагедия. Эрику Карру диагностировали опухоль на сердце. Ее успешно удалили через месяц, но вскоре опухоль нашли в его легких. Карр прошел химиотерапию и в июле сообщил, что здоров, но в сентябре перенес первое из 2 кровоизлияний в мозг. Он погиб 24 ноября 1991 года в возрасте 41 года. Несмотря на потерю одного из членов, Kiss продолжили и представили нового барабанщика Эрика Синкера. Revenge вышел в 1992 году, он дебютировал в топ-10 и получил золото. Kiss откатали небольшой тур по США, его увековечили на альбоме Alive 3, и в скором времени Kiss получили место на Голливудской аллее славы. В этот период группу начала одолевать ностальгия. Они выпустили компиляцию, которая включала в себя каверы на песни Kiss от многих популярных музыкантов. В 1995 году группа издала книгу Kiss Story, подробную 440-страничную 4-килограммовую историческую хронику. В том же году группа отправилась в уникальное и тепло принятое турне по конвенциям. Конвенции длились весь день, на них выставлялись винтажные сценические костюмы, инструменты, различные памятные вещи, выступали кавер-группы, продавцы торговали мерчем со всех эпох развития группы. Kiss посещали конвенции, проводили сессии вопросов и ответов, раздавали автографы и давали 2-часовые концерты, по большей части составленные из спонтанных запросов слушателей. В то время как публично Kiss продолжали существовать в составе Симмонс, Стэнли, Кулик и Синкер, механизмы по запуску реюниона работали в полную силу. Вы знаете, как выглядит Грэмми? Все эти солидные люди в костюмах, все уставшие, никаких сюрпризов. Нас всех это достало. Нам нужно что-то другое, что-то новое. Нужно шокировать людей. Так давайте их шокируем. Этими словами Тупак Шакур представил в 1996 году оригинальный состав Kiss в гриме и костюмах на 38-й церемонии Грэмми, где они анонсировали свои планы о полноценном реюнион-туре. Первый публичный концерт вновь воссоединившихся Kiss прошел на ежегодном фестивале в Ирвине, в ходе которого группа чуть не подпалила сцену. А в 1996 году на стадионе в Детройте стартовал новый тур. Он длился более года, было сыграно 192 концерта и собрано больше $40 миллионов.
тем самым сделав KISS одной из самых прибыльных концертных групп в 1996 году. В сентябре 1998 года воссоединенная группа выпустила альбом. Несмотря на то, что это был первый альбом, записанный оригинальным составом со времен 1979 года, вклад Фрейли и Криса был минимальным. Их образы и использовались в оформлении альбома. Позже выяснилось, что большинство соло-партий было исполнено будущим членом группы Томми Тайером. Большую часть барабанных партий исполнил сессионный музыкант Кевин Валентайн. Несмотря на полемику вокруг альбома, он дебютировал на 3-м месте. Самая высокая позиция, которую занимал альбом KISS до Sonic Boom, который дебютирует на 2-м месте только в 2009 году. Но в начале 2000-х KISS анонсировали прощальный тур. Предполагалось, что он продлится до апреля 2001 года. Так как группа якобы собралась на пенсию, в ноябре этого же года вышел бокс-сет, состоявший из 5 дисков, на которых находились 94 песни, охватывающие всю карьеру группы. KISS вели себя относительно тихо весь оставшийся год. Сыграли на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, а также приватный концерт на курорте Трелони на Ямайке. Фрейли, с которым уже закончился контракт, отказался выступать с группой. Его заменили Томми Тайером, который надел на себя его костюм для своего первого концерта с KISS. Несмотря на заявление, что тур станет последним, KISS анонсировали совместный тур с Aerosmith в 2003. Фрейли заявил, что его решение уйти из группы остается неизменным, так как он не горел желанием разогревать Aerosmith. Он был заменен Тайером, и группа вступила в период пост-реуньона, плавно мутируя в новый состав с Сингером в образе Кота и Тайером в образе Спейсмена. Симмонс и Стэнли не продлили контракт с Крисом в марте 2004 года. На своем сайте он написал: опять никто не позвонил мне или моему адвокату и не обсудил продление моего контракта. Как один из членов-основателей, я нахожу это неуважительным к себе и фанатам, сделавшим нас одной из величайших групп на Земле. Летом 2004 года KISS поехали в тур с разогревашкой в лице Poison. Стэнли, мучившийся проблемами со своим бедром, был менее подвижен во время тура. Он уже перенес 2 операции на бедре к тому моменту. После завершения тура последующие несколько лет KISS давали только единичные концерты, и перед одним из них Стэнли госпитализировали с тахикардией, и группе пришлось играть втроем впервые с 1982 года. Это был первый концерт без Стэнли за всю 34-летнюю историю группы. В апреле 1977 года еще одна трагедия настигла KISS. Бывший гитарист Марк Сент-Джон умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 51 года. Хотя KISS подходили под условия введения в зал славы рок-н-ролла, должно пройти 25 лет с момента выхода первого альбома группы, они не были номинированы до 2009 и не введены до 2014. Пусть это раздражало некоторых фанатов, Стэнли и Симмонс утверждали, что для них это не имеет никакого значения. Тем не менее, 5 августа 2006 года 200 фанатов KISS провели акцию протеста перед зданием Зала Славы в Кливленде. Это была первая известная организованная демонстрация с целью введения группы в Зал Славы. Через более чем 10 лет с момента записи последнего студийного альбома и последующего нежелания записать еще один, Стэнли и Симмонс неожиданно передумали. В ноябре 2008 года Стэнли заявил фотографу Россу Халфину, что KISS работают над новым альбомом. Стэнли сам будет его продюсировать, а альбом будет звучать в духе KISS 70-х. В июле 2009 года Пол Стэнли объявил дату выхода нового альбома Sonic Boom. Modern Daily Delay стала первым синглом из Sonic Boom и впервые прозвучала на радио 19 августа 2009 года. Благодаря ранним превью песня получила позитивные отзывы как от критиков, так и от фанатов, сравнивавших ее с творчеством группы в 70-х.
Sonic Boom дебютировал на втором месте и за первую неделю продался тиражом в 108 тысяч копий. В следующем году группа начала европейскую часть тура. Однако третья трагедия настигла Kiss. Бывший менеджер группы Билл О'Койн умер от рака в возрасте 66 лет. Стэнли и Симмонс говорили, он был словно пятый участник группы. В 2011 году Kiss начали запись нового альбома. Симмонс заявил, что альбом станет дальнейшим развитием идеи Sonic Boom. Подобен ему прямолинейный рок, никаких баллад, клавишных, ничего подобного, только рок. Группа при записи использовала винтажное оборудование вместо новоявленной цифровой аппаратуры. Симмонс говорил об этом. Технология – обольстительная сучка. Она легко тебя соблазнит. Нажимаешь кнопочку и больше ничего не нужно делать. Но аналоговая запись – любовь всей твоей жизни. Ты можешь очень сильно стараться, и это сполна тебе вернется. Для нового альбома запись велась на 24-дорожечную машину с помощью старой консоли Trident. Чем больше ламп, тем лучше. Вам нужны лампы, электричество и кусок толстого дерева, чтобы получить этот жирный звук. Вскоре анонсировали название альбома «Monster». Новый сингл «Hell or Hallelujah» вышел 2 июля 2012 года вместе с монструозной книгой Monster Book. Альбом был выпущен 9 октября, дебютировав на 3-й строчке Billboard и попал в топ-10 во многих странах. Наконец-то 17 декабря 2013 года было анонсировано, что они будут введены в зал славы рок-н-ролла. И впервые за свою 41-летнюю карьеру Kiss попали на обложку журнала Rolling Stone. Вскоре они были введены в зал славы рок-н-ролла. Несмотря на то, что группа не выступала, 4 оригинальных члена группы Пол Стэнли, Джин Симмонс, Эйс Фрейли и Питер Крис появились на 29-й ежегодной церемонии в Бруклине, чтобы принять награду. В 2015 году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний объявила, что Kiss заработали больше золотых альбомов, чем любая другая американская группа за всю 63-летнюю историю ассоциации. Существуют противоречащие друг другу мнения, запишут Kiss новый альбом или нет. В интервью Симмонс говорит «да», намекая на то, что у него уже даже есть песни для альбома. Стэнли и Тайр изначально не поддерживали его, но в поздних интервью Стэнли явно дает понять, что запись нового альбома возможна. В 2018 году группа сообщила, что с 2019 года начинает прощальный тур «Конец дороги». Прощальные поцелуи команды с российской публикой состоялись на концертах в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и ВТБ-арене Москвы в июне 2019 года. Что же до будущего Kiss, то пока оно остается туманным. Из интервью с Полом. Kiss должны существовать. Kiss должны продолжаться, потому что они установили планку и служат важной цели. Я польщен и полностью понимаю, когда люди говорят, что невозможно изменить кого-то из участников. Но я говорил это раньше и говорю снова. Они уже на 50% ошибаются.